И снова Flint 2. Да, известный роутер, который сейчас топ-1 в нашем топе роутеров из Китая, который реально крутой. Я вам объясню. Дело в том, что вот сейчас вы на AliExpress, давайте уже так посмотрим. Он сейчас стоит $121. Он стоил намного дороже. И он сейчас стоит практически столько же, сколько Xiaomi BE7000, который я использую очень давно. С первого дня его появления, когда он еще не был Wi-Fi 7 роутером, он был Wi-Fi 6, потом было обновление. Но Flint это вот та штука, которая работает на OpenWRT или на OpenWRT, по-разному говорят, которая позволяет делать вам все, кастомизировать все, которая имеет дикое покрытие, которая позволяет устанавливать различные пакеты. И мы делали на него полный обзор. Вот, пожалуйста, мой полный обзор на этот вот Flint. Вот понимаете, и это прям топ-обзорчик. 19 тысяч просмотров уже на него. Там и здесь даже есть украиноязычная версия, если вы, допустим, из Украины. Но сегодня вот то, что вы любите, домашние тесты. Потому что синтетические тесты в лабораторных условиях это все классно, да, там, когда вот мы имеем с вами там какую-то студию, мы там, у нас прямая видимость, мы оцениваем проценты падения, но что если, я вам скажу, вот как мы уже раньше делали, там, допустим, на Xiaomi роутере, домашний обзор. Домашний обзор я вам покажу, я снял замеры и даже сравнил Xiaomi BE7000 в различных, ну вот именно в своей квартире. Для начала мы с вами посмотрим, что же нам заявляется наш производитель. То есть это 2,5 гигабитный роутер. Конечно же, это Wi-Fi 6 роутер с встроенными 30 плюс VPN сервис-провайдерами. То есть, ну, не встроенный, вы можете выбрать. То есть он поддерживает прямую настройку VPN, он поддерживает все, что угодно, при этом он поддерживает WireGuard по умолчанию, скажем так. И на WireGuard вы можете, скажем так, получать скорости до 900 мегабит, на OpenVPN до 190 мегабит, что очень является классными показателями. У него два 2,5 гигабитных порта, остальные гигабитные порты, 6 портов в общей сложности. И, конечно же, у нас тут DDR4 1 гигабайт, на eMMC 8 гигабайт. Кстати, это у нас какая версия? Подождите. Да, 8 гигов. Это очень много, то есть вы сюда пакетов можете напихать. Тотальная скорость у нас, конечно же, AX6000, то есть это 4800 в 5 ГГц, 1184 в 2.4. И пошло уже там, поехало разворачиваться и OpenWRT изучать. Это можете сколько угодно, потому что на самом деле там можно делать все, что угодно. Смотрите, $121, если вы покупаете на aliexpress.com, то есть в описании под видео купоны, да, промокоды, вводите и будет еще дешевле. Xiaomi BE7000, да, интересный аппарат, мы делали обзор, но, и все знают, что он прям топ по покрытию, он просто сумасшедший, но Flint 2, он такой же самый. По крайней мере, в моих вариантах исполнения. Ссылки на Flint 2 в описании под видео, как и на Xiaomi 7000 и на обзоры этих роутеров лежат в описании под видео. Мы с вами поехали, чуть-чуть обсудим домашние мои тесты в условиях реальной трехкомнатной квартиры. Начнем с планировки квартиры. Дело в том, что у меня такая трехкомнатная чешка достаточно большая, и вот роутер я обозначил красным квадратиком. Там сейчас стоит два роутера у нас, Xiaomi 7000 и стоит вот этот вот Flint 2. Было три замера. Первый это прямо возле роутера, второй роутер это там, где стоит мой стол, вроде бы прямая видимость, но у нас здесь стоит бетонная вот такая штука, и он стоит прям за бетонной перестенком, за бетонным перестенком, прямой видимости роутера нет. И третий замер это вот здесь полностью капитальные бетонные стены, это капитальный бетон, и третий замер в самом углу, в принципе, уже ловим отраженный сигнал. Там обычно вообще никакие роутеры, мне приходилось строить раньше меш-сети, и только до этого момента Xiaomi 7000 мог покрыть полностью мою квартиру вот такой вот достаточно сложной конфигурацией в дальней комнате, у которой конкретно бетонные несущие стены, армированные. Теперь давайте по замерам. Сначала мы пойдем по Xiaomi роутеру 7000. В точке 1 Xiaomi 7000 у нас дает замер 1,4, вот в принципе 1,5 гигабит на загрузку.
Да, это вот я же говорю, это не идеальные лабораторные условия, поэтому вы здесь не увидите там 2.1, как мы из них выжимали. Нет, это просто у меня дома стоит роутер. Базово возле него я получаю там, допустим, 1.5 на там 1 на гигабит. На гигабит, учитывая те коммуникации, которые там у меня стоят. Почти на гигабит, на 870. Теперь идем ко второй точке замера. Вот, в принципе, мы сейчас поставим возле моего компьютера вот этот вот смартфон. Вот, пожалуйста, это мы тестируем тот же самый Xiaomi 7000. И получаем, давайте, 1000... Давайте, уже на таком удалении, там за бетонной перегородкой он стоит, 1100. Ждем на выгрузку на практически то же самое, на 800 мегабит. И это, кстати, классный результат. Там у меня, когда стояли там Asus, либо TP-Link, там было падение до 600 мегабит на Wi-Fi. То есть, серьезно. Теперь идем в самый дальний, третий угол, скажем так, вот этот вот этой квартиры. Те, кто видели мои домашние обзоры, они уже видели мою квартиру, скажем так. И здесь у нас это отличный показатель, там 500 мегабит, потому что здесь вообще никакие другие роутеры сюда не достреливают априори. Я здесь ставил всегда mesh-узел через, допустим, тот же самый линк через розетку, да, там через эти адаптеры TP-Link, которые нам давали через розетку LAN over AC. Ну, как это называется, по-русски не знаю. В общем-то, у нас получается 534 на 258. Это роутер 7000. То есть мы вот эти вот все три замера с вами сейчас увидели в такой вот квартире. Теперь поехали по флинту. Вот мы идем к флинту. Вот он стоит тоже я его здесь подключил. Вот, давайте стартуем. И здесь мы получаем, что мы видим? Да, то же самое. 1500 на загрузку. Давайте сейчас на выгрузку получим. На выгрузку мы пиково получили 1400-1500 и упадем до 1000. Что я вам скажу? Flint 2 на выгрузку показал лучший результат возле роутера при текущих коммуникациях. Теперь идем к моему компьютеру в то же самое место. То же самое место ставим. Стартуем тест и получаем с вами 1100, 1200, 1300. И получается он по покрытию интереснее, чем Xiaomi B7000. Вот так вот. По дальности покрытия то же самое место. Он даже глубже задвинут за перегородку. И на отдачу он чуть-чуть показал слабее, там на 100 мегабит. Но вот такой вот результат я имею. Да, это Flint 2. 7000 я так и оставляю его использовать. Я Flint 2 сейчас на постоянку не использую. Я буду использовать уже Flint 3. Скоро будет обзор. Xiaomi 7000 у меня стоит очень давно. Да, это One Love. Flint 2 я буду использовать в студии, кстати. И вот здесь вот мы имеем на крайней точке такой же результат. Или даже больше. 670-650 мегабит. То есть он имеет мощность покрытия больше, чем Xiaomi 7000. Вот так вот. Вот так вот. Вот что мы с вами получили. Я могу сказать так, что мы уже видим результат. На отдачу он чуть-чуть слабее, на прием намного круче. Могу сказать, что Flint за свои 120, Flint 2 за свои $121 это бескомпромиссный вариант по покрытию, по возможностям OpenVRT. Мы его рекомендуем. Топ-1 в нашем топе роутеров. А с вами был Бабл на канале Технозон. Пока.